которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Харькова, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, перед вами карта северо-восточного региона, куда входят 4 крупных областных города-центра. Сегодня мы говорим о городе Харькове. На следующей неделе уже запишу полный обзор по всему региону. Итак, город Харьков видим на карте. Также видим легенду карты. Это основные, в общем-то, параметры, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец 2025 года, то есть на конец декабря. Давайте по цифрам пройдемся. Количество предложений, друзья, 38 тысяч – это первичный и вторичный рынок, что на 1,3% меньше, чем это было в ноябре месяце. Да, по поводу населения, друзья, до войны в городе Харькове проживало почти полмиллиона, 1 миллион 419 тысяч, это официальная статистика. Сейчас я предполагаю, что живет, наверное, около миллиона, то есть в связи с войной. Кто из харьковчан меня смотрит, напишите, мне просто интересно понимать, действительно ли с Харькова уезжают люди. Так как мы будем сейчас говорить с цифрами о рынке недвижимости, недвижимость растет с какого-то перепуга. Ну, потом поговорим, с какого перепуга в конце уже видео. Итак, по поводу населения, напишите, пожалуйста. Я предполагаю, что все-таки порядка, наверное, ну, миллиона, может быть, 900 тысяч осталось людей, которые проживают в городе Харьков. Возможно, я ошибаюсь. Дальше, друзья, социальное жилье. Будем говорить только в процентном соотношении, что произошло. Рост за месяц 0,87%. Социальное жилье, напомню вам, это вторичный рынок, и большая часть недвижимости, которая эксплуатируется в городе Харькове и также по всей Украине, это именно социальное жилье. То есть период постройки данного жилья – это как раз Советский Союз. Ну, кто помнит, кто возраста постарше, да, тот помнит, кто молодой, мне пишет, что о каких-то хрущобах вы нам пишете, там только свиньи живут. Ну, те, которые мне пишут подобные глупости, друзья, я понимаю, что вы молодые, наверное. Так вот, большая часть, еще раз повторюсь, жителей Украины живет именно в этом жилье. Ну, так сложилось, что за современную историю Украины построили всего лишь там порядка 16% от общего количества недвижимости жилой, которая эксплуатируется. Вот так бывает, друзья. Итак, проходим также социальное жилье. Это аренда уже. Одно-двух-трехкомнатной квартиры подорожала на 1,35% за последний квартал. То есть сравниваем третий квартал с четвертым кварталом. То есть очевидный рост. Переходим к эконом-комфорт бизнес-классу. Это также вторичный рынок, друзья. Вот здесь впервые вам скажу, ну, кто следит за моими публикациями, наверное, тоже отметят. Впервые за год, прошедший 2025 год, мы увидели, как вторичный рынок, класс эконом-комфорт бизнес, это 3 класса попали, показал нам динамику снижения. Такую себе почти 1%, минус 0,83%. До этого, друзья, 11 месяцев мы видели рост вот такой же, как по социальному жилью. Понятно, что социальное жилье самое дешевое, поэтому, возможно, люди фантазируют еще там, что стоимость его должна расти, а вот уже комфорт бизнес-класс, здесь мы очевидно начинаем наблюдать, как снижается стоимость квадратного метра. Хотя это только всего лишь первый месяц, возможно, это только колебательные процессы. Первичный рынок, квартиры эконом-класс, друзья, также показали нам динамику снижения на 1,77%. Почти на 2%, друзья. Первичный рынок, комфорт, бизнес-класс показывает положительную динамику, то есть динамику роста. Ну, кто-то мне написал, у меня шумно смотрят зрители, положительная динамика роста – это, говорит, как? То есть она положительная, это понятно, что рост. Да, но великий, могучий, это сказать, русский язык. Поэтому динамика положительная, то есть стоимость растет на 0,55%. Первичный рынок, элитный класс, здесь мы видим снижение минус 0,77%.
Обратите внимание, друзья, что из всех сегментов, то есть первичный рынок и вторичный, на вторичном рынке подешевела недвижимость, эконом-комфорт, бизнес-класс впервые за 11 месяцев. А на первичном рынке аж два класса подешевели. Это эконом-класс и элитный класс. Также хочу обратить ваше внимание и напомнить очередной раз, я занимаюсь исследованиями научными и применяю в своих исследованиях научную, естественно, методологию. Метод статистического анализа. Я с вами говорю о рынке недвижимости именно через призму статистических данных. Вы это видите, да? Также применяем метод классификации, что позволяет, в общем-то, очень сильно, так сказать, отделять стоимость от, ну, то есть стоимость, правильно так, стоимость различается в зависимости от класса. И вот на примере, допустим, первичного рынка элитный класс 1414 долларов за квадратный метр и первичный рынок квартиры эконом-класс 554 доллара за квадратный метр. То есть, ну, почти в 3 раза разница, чувствуете, да? И также первичный рынок, друзья, это квартиры, которые не сданы в эксплуатацию. Пожалуйста, не путайте вот эти дефиниции. Вторичный рынок там, где живут люди, а первичный рынок это всего лишь только инвестиционные проекты, которые не факт, что будут